Здравствуйте, здравствуйте вам из Шри-Ланки. Наконец-то я нашла укромное место, где могу записать такое вам послание, видео и рассказать об этом острове. Тоже неоднозначно, как всегда, как тоже многие, я тоже читала отзывы и слышала, что Шри-Ланка — это прямо место рай на земле, второе Бали, лучше, чем Бали и прочее. Я не говорю, что Бали прекрасно, я говорю то, что я слышала. Сейчас хочу немножечко это все развеять. И как на самом деле обстоят дела сейчас, после ковида, после вот этих вот всех тем и ситуаций. На данный момент я нахожусь возле аэропорта. Это не само Коломбо, это рядом с ним небольшой городок. Название вдаваться я не буду во многие, потому что это не имеет значения. Я буду вам рассказывать территориально, где для чего лучше отдыхать. Да? И вы уже как путешественник сами это будете уже понимать и осознавать. Скажу сразу, одной девушке в Шри-Ланку, так как я путешествовала одна, была в Таиланде, была в Непале, в Индии, и сейчас в Шри-Ланке одной девушке не стоит путешествовать. Почему? Потому что здесь страна не столь религиозная, не столь терпимая. Здесь очень дикие люди, местные, локальные, особенно мужчины, и здесь небезопасно одной девушке. Вот это сразу заметочка вам для этого. Но я здесь была с парнем, поэтому все произошло благополучно, это путешествие. Ну так вот, вернусь. Свое путешествие мы начали с Коломбо, но я сначала приехала к своей подруге в гости. Она занимается серфингом, и это, конечно же, Велигама. То есть этот район Ахангама, Велигама, вот эти самые такие южные точки, Лириса, они очень хорошо для серфинга, для спортивных людей, которые этим живут, которым это очень интересно, потому что там свое прямо комьюнити людей, которым это интересно, они этим живут, и как бы таких лежачих, отдыхающих можно не так часто увидеть. Вот. Но, тем не менее, есть. Вообще, я, наверное, начну с того, что Шри-Ланка — это то место, куда стоит приезжать за природой. Это господство океана, его величество. Господство океана, господство гор. Здесь очень есть высокие трекинги в горы, но именно не в дикие, а там есть ступенечки. Это как самый большой известный пик Адама. И мы ходили только на маленький пик Адама. Почему? Потому что эти места очень туристические. Я не сторонник таких мест. Мы здесь жили в горах, я люблю горы, я люблю их чувствовать там, где нет туристов. Потому что за счет того, что очень много людей, все это теряется чувствование гор, их сил. По крайней мере, для меня. И сейчас очень жарко. То есть март — это невероятная жара в Шри-Ланке, даже по сравнению с Гоа. Так что вот это знаете. И господство океана и гор. Здесь есть красивейшие пляжи, территория. И также срединная центральная часть, где находятся горы. Свое путешествие, как я уже сказала, начали с океанской части, серфингистской, спортивной. Я даже взяла один урок по серфингу, но поняла, не хочу не в этот раз. Я не хочу бороться с океаном, я хочу расслабляться и растворяться в нем. Поэтому я дальше не пошла.
Но если вам это все интересно, то вы можете приехать на эти пляжи. Здесь очень много русских туристов. То есть Велигама и Ватахангама, вот это как бы до Кирикити, это такое, я бы сказала, господство русских здесь, в Шри-Ланке. Вообще русских очень много. А уже Кирикити, на мой взгляд, это один из самых красивых пляжей. Там, получается, таких два пляжа. Один такой очень маленький, а другой очень обширный, очень большой. И, на мой взгляд, это самые красивые места. Во-первых, в Кирикити там очень много европейского уровня отелей и разных домов, где можно остановиться, и кафешек, ресторанов, где можно вкусно покушать уже такую европейскую, более интересную пищу. Есть уже интересные дизайнерские такие моменты в оформлении кафе, ресторанов. То есть очень красиво, стильно, модно. А затем уже после этого мы поехали в еще, получается, восточнее. Тоже это как бы юго-восток, это уже ближе к национальному парку Яла, уже ближе к национальным паркам, но были возле пляжа. Там несколько названий этих пляжей, они очень обширные, большие, там очень большие волны. То есть там даже нет уже серфингистов, потому что там уже прям сильный ветер, и там такое дикие места. То есть если вы хотите уединиться на океане, то я вам очень рекомендую вот эти вот места. Я напишу в комментариях, точнее в описании этого видео эти места, вот, чтобы вы знали. Это именно уже такие юго-восточные, южные, ближе к востоку места. Там очень много красивых вилл, которые более уединенные, где вы можете, например, провести время очень-очень приватно, очень комфортно. Но уже таких кафешек современных не будет, то есть поэтому смотрите отель, где у вас уже все будет, чтобы вы могли там и покушать, и как-то провести время, если вам это нужно. Затем уже после южной части я хотела поехать в восточную, прям восточную, но по погоде там были дожди, и я посмотрела, что в принципе это то же самое, там еще меньше сервиса, там вообще одни локальные уже люди, и там очень большие волны. И так как я не занимаюсь серфингом, я передумала, и мы туда не поехали, зато поехали в горы. Горы — это Элла и регион Элла. Сам городок Элла очень красивый, он тоже очень туристический, но именно уже европейские туристы с интересными такими европеизированными кафешками, очень стильное такое место, где молодежь. Очень много открытых таких отелей с бассейнами, и оттуда начинаются в основном все такие трекинги в горы, то есть очень много вокруг этой Эллы разных небольших треков в горы, куда можно ходить. Но опять же, это туристические места, поэтому будет очень много людей вместе с вами. Мне очень понравилось жить в горах. Не в самой Элле, а час от нее. То есть это уже дикие места. Вот такая Шри-Ланка, бассейнчик, коктейльчики, здесь чайные плантации и такая тропа. Все сочетают. Даже нет интернета, нет даже связи сотовой, то есть не работает ничего. И ремарочка, в Шри-Ланке очень плохой интернет. Я не знаю почему. И Wi-Fi, и 4G здесь не ловят, очень плохо. Даже в Гоа, даже в Индии лучше с интернетом, чем здесь. Поэтому если вы работаете с интернетом,
Если вам его нужно много, всегда уточняйте в отеле, хороший, скоростной ли у них интернет, потому что с интернетом беда. Не знаю, с чем связано. Вот, это по всей Шри-Ланке. И уже в горах, да, то есть в горах много вот таких вилл, много таких мест диких, куда вы можете тоже уединиться и именно прочувствовать горы. И уже у локальных местных людей поспрашивать, например, как мы ходили к водопадам таким невероятным, разные трекинги именно в горы, но вы там одни, да, и вы сами гуляете, наслаждаетесь этой природой, этими видами. После мы поехали в Кенди. Кенди — это уже город центральной части Шри-Ланки. Я хотела посмотреть, что он собой представляет. Все говорили, очень красивый, уже такой европеизированный город. На самом деле нет. Что я хочу развеять миф. Все равно местные люди, они везде, и они очень здесь напористые. И от них не отдохнуть. То есть, как я вам покажу. Вот так они все смотрят. Я просто снимаю видео, и все вот там просто наблюдают. Они смотрят, они прямо следят за каждым, все подходят, что-то спрашивают, прям не дают спуска тебе. Вот. И эти города все равно очень хаотичные. Кенди, да, там есть одна улочка красивая, более европеизированная, но в основном город такой же, как и все азиатские города, вот такие индийские, шри-ланкийские, непальские, очень шумные, все бибикают, тук-туки, машины, байки, люди, жара, пыль и, короче, не очень приятно. Гулять невозможно, для меня невозможно гулять в таких городах. Поэтому быстрее мы оттуда уехали. Единственный момент в Кенди, если вы там будете, идите сразу в парк. Там есть национальный парк Гарден. Известный, он второй в Азии по величине, по объему. Там очень красивые деревья, там красивая река. То есть вот там прямо уединение, он большой, там можно гулять целыми днями. Вот такой магический здесь Гарден. Второй в Азии по вообще масштабу своему. Это находится в Шри-Ланке, Кенди. Очень красивое место. На закате мы сюда приехали. Обожаю деревья, конечно. И здесь тишина, покой, огромнейшие деревья, они такие старые. Вообще Шри-Ланка, конечно, это природа. Здесь очень древние горы, древние деревья. Сам остров такой, если именно не с туристической стороны его посмотреть, а с природной, он несет большую энергию. Вот. Но энергия такая южных стран, теплых. Она такая более легкая, здесь очень дружелюбная природа. Все располагает к тому, чтобы наслаждаться, гулять, но тем не менее есть джунгли, они опасные, водопады и прочее. Но, например, в сравнении там с Перу, смотрите, как красиво падает там свет. Здесь тоже уже дождик начинается. То здесь все равно дружелюбнее. Очень много разных плодов, ягод, фруктов вот на деревьях. Очень-очень красиво. Очень красиво. Но опять же, если погода позволит, потому что Шри-Ланка — это очень жаркая страна и очень влажная. Здесь сами даже шри-ланкийцы, они очень худые, худее, чем я, и очень тонкие, потому что здесь невозможно, например, полным людям очень тяжело. Здесь очень жарко даже мне. Я днем не могла никуда выходить, да даже вот я сижу сейчас в тени, это 7-8 утра, до 7, с 5 до 7 такой период, когда можно быть там, на пляже. После это пекло, это просто какое-то пекло. И после 4 вечера. Все. Остальное время это, я не знаю, как тут люди работают. У меня на климатизацию здесь ушло дней 5-7, у меня никогда такого не было, хотя я прилетела с Гоа. Здесь очень жарко и очень влажно. И уже после Кенди, вот мы сейчас здесь, чтобы улететь. Шри-Ланка, именно сама природа здесь очень добрая. Она очень мягкая.
Она прямо зовет к себе. Здесь очень много фруктов, зелени. Если вы найдете пляж, где океан, где волны не сильно большие, или вы не боитесь волн, то это очень все способствует этому отдыху, соединению с природой. Но что мне мешало, например, немножечко, да, быть уединенной, это люди местные. Они везде. Вы даже в самом диком пляже они будут. То есть, например, как я люблю нудистские пляжи, я люблю уединение, люблю быть полностью в соединении с природой, здесь такого я не нашла. Хотя даже находила в Португалии, в европейских странах, но здесь этого нету. Вот. И, конечно же, если вы любите серфинг, если вы любите водные виды спорта, то это ваше место, особенно для новичков. Здесь прекрасные волны, и можно начинать и прекрасно. По ценам здесь тоже очень здорово. В плане, наверное, чуть-чуть дороже, чем в Индии, смотря где. И смотря какие места. То есть здесь в плане сервиса можно выбирать. Есть локальные места, где дешево, а и можно ходить в европейские уже, более европейского типа места, где уже европейские цены. Но здесь, конечно, на туристах тоже зарабатывают. И это, наверное, нормально, так как это такая туристическая страна. Вот. Хороший кофе найти очень сложно, особенно, как я сказала, туда дальше, в дальние регионы или в центральные. То есть только вот район Велигамы, наверное, до Мирисы, он такой, до Кирикити, он самый такой, от Коломбо до Кирикити, он самый, где вы можете отдохнуть, сервис. Пить свой кофе любимый, кушать завтраки, которые вы привыкли, да. Дальше это уже все локальное, все прям местное будет. Найти что-то такое сложно. Раньше Шри-Ланка называлась Цейлоном, очень много чая и чайных полей. И друг говорит, тут, наверное, кофе должен быть хороший, в горах мы были. И вместо этого, что мы видим, тут кофе нет вообще, потому что местные не пьют кофе. И везде, знаете, такие как Нескафе, стояночки по городам, вдоль дорог, и там такой из машин очень сладкий, очень приторный, такой искусственный кофе Нескафе. Потому что Шри-Ланка, прости меня, Шри-Ланка ассоциируешься мне с этим кофе Нескафе. Это вот такая небольшая ремарка. На этом я закончу свой такой краткий обзор про Шри-Ланку. Да, и, конечно, это мое мнение, оно субъективно. Но честно, наверное, я бы не хотела возвращаться именно в эту страну и изучать ее и смотреть дальше. Одному путешественнику здесь будет непросто. Поэтому, если у вас есть веселая компания, вы занимаетесь серфингом или вы такие веселые, активные, это здорово. Или любите дешевый отдых, где можете просто, не знаю, ходить с рюкзаком. Тогда вы можете здесь это попробовать. Но, наверное, если хочется уже отдохнуть, да, побыть наедине с собой, погрузиться в себя, в природу, то это не то место. Хотя природа здесь невероятнейшая, здесь очень-очень красиво. Поэтому решайте сами, мое мнение, оно вот такое, точнее, мои чувствования по этому поводу. И всем прекрасных, прекрасных, прекрасных дней! Thank you.